Как правильно покупать на AliExpress в Украину в 2026 году? А здесь имеется в виду и снижение обменного курса, некоторые трюки, и покупка в недоступные регионы, и расчет налога, если он есть, и промокоды. Поэтому на канале Технозон для украинцев AliExpress 2026 года. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Поехали. Во-первых, мы на главной страничке AliExpress. Если вы не знаете, что покупать, а любите что-то покупать, то в описании под видео есть ссылка на топовые подборочки. Это телеграм-канал с самыми классными подборочками и не только. Я вам показываю не для того, чтобы вы там подборочки какие-то смотрели. Здесь есть всегда промокоды на AliExpress, которые дают вам скидочку. Вот это важно. Поэтому переходите, подписывайтесь. Ну а мы начинаем с AliExpress. Дело в том, что многие при покупке, вот все без воды, многие при покупке сталкиваются с некоторыми моментами о том, что цена на Алиэкспрессе на товар одна, а когда вы уже переходите ее покупать, вернее оплачиваете, то она совсем другая. Ну, во-первых, откроем товар, и обычно украинцы покупают в гривне. И потом раз списали с карты, там не 1057 гривен, а 1157. Во всем виновата двойная конвертация. Как этого избежать? Все очень просто. Переведите вашу, ну, допустим, например, в приложении в том же самом, валюту на доллар. На доллар. И расчеты делайте в долларе. Как это делается? Да все очень просто. Открывается виртуальная карточка долларовая в вашем банке, переводится с гривны на доллар и платится уже без второй конвертации, которая обычно происходит. Знаете, как происходит покупка? Вы платите, он все равно берет доллар, конвертирует в гривну, потом гривну конвертирует обратно в доллар и переводит. У вас получается двойная конвертация, где вы в 2 раза теряете на курсе. Вот этого вы избежите, если просто поменяли на доллар. Классно, классно. Второе. Многие вот в Украине, это Харьков, например, Запорожье, Херсон, Одесса, Николаев, это прифронтовые города, чего уж там говорить. В Днепр даже, я так понимаю, бывает такое, что не доставляют и пишут, что невозможно доставить в эти регионы. Все это дело обходится очень просто. Ну, когда вы начинаете оформлять посылочку, выбираете ваш метод оплаты, это все такое уже мелочи жизни, и добавляете адрес. Главное в адресе указать ваше имя, ну, например, там будет NoName 1 и last name, это фамилия NoName 2. Я думаю, тут вы можете разобраться. Здесь выводите там свой номер, какой вам там нравится. Вернее, ваш, конечно же, шучу. И вместо адреса оно вам, конечно, предлагает ввести zip-код. Если я сейчас введу 6930 и выберу Запорожье, да, где я живу сейчас Запорожская область, то он в конечном итоге не даст мне именно заказать в Запорожье, он напишет, что это невозможно. Просто в Enter Manual мы не указываем Запорожскую область и не указываем ничего, кроме того, что мы указываем ваш правильный индекс. В моем случае это будет 69001, а здесь мы ставим с вами город любой, абсолютно, например, Львовская область, давайте какой-нибудь там Степана Бандеры, и здесь укажем 12-й дом. Это вам будет достаточно. Главное в доставке это индекс, как для Укрпочты, так и для новой почты. И проадресуют они, например, в случае с новой почтой, это в ближайшее отделение, которое находится самое близкое по этому индексу. Мист Экспресс переадресует то же самое в ближайшее отделение, связанное с этим индексом. И мало того, в Мист Экспресс, если у вас установлено приложение, то оно вам даст сменить нормально адрес доставки. Ну, вообще, оно предложит вам сменить. Как и новая почта, бывает, предлагает вам выбрать отделение, куда доставить. А с Укрпочтой мне, по крайней мере, доставляет прямо в мое отделение, которое находится по этому индексу. Просто это знаете, что такое индекс в нашей стране? Это каждое отделение почты имеет свой индекс. Оно доставит конкретно в это отделение почты. Неважно, какой адрес вы здесь укажете. Нажали Confirm и получится вот, пожалуйста, у нас уже адрес вбит. И оплачиваем, конечно же, долларовой картой. Но дело в том, что есть ли у вас налог на эти посылки? Мы переходим на сервис Податок онлайн, вот, для Украины. Здесь выбираем валюту, в которой вы хотите покупать. Ну, например, то, что мы там покупаем, оно стоит 22,63. Мы вбиваем 22,63, видим, что это у нас без налога. И опускаемся ниже и видим здесь промокоды.
А вот на этом моменте мы можем с вами, если они, конечно, промокоды разбирают очень быстро, говорю вам сразу, промокоды разбирают быстро, они действуют очень мало, поэтому надо успевать всегда. Мы не зря вам говорим, подпишитесь на телеграм-канал, потому что там публикуются свежие промокоды. Они в течение месяца 2-3 раза меняются, и их каждого промокода там по 200, по 300 штук. А таких людей, которые хотят купить, очень много. Ну, например, берете промокод, вот что нам подойдет сюда, у нас $22 покупка, ну, 2 от 15. Знаете, до 19.04 они уже не действуют, до 1.05. Ага, здесь 3 до 29. Ну, к сожалению, на такой сумме покупки нам ничего не подойдет. Давайте купим какой-нибудь проектор Tandil. Например, давайте по Buy Now нажали. 94.49. Давайте здесь введем 94.49. 94.49. Проверяем, есть ли у нас налог. Раз, его нет, все отлично. И нам подходит промокод, который у нас тут действующий, от 90, ну вот $9 от 89. Давайте вбиваем сюда промокодик. Нажали, опа, минус 9 баксов скидочка. Ничего себе, да? Круто. Нажали Place Order, оплатили, и он придет прямо к вам домой. В принципе, без воды и очень быстро. Ну, а если вы не знаете, где, допустим, в Украине, ну, зачастую на нашем канале все покупают ТВ-боксы, если вы не знаете, где в Украине купить ТВ-боксы, то technozone.com.ua. Либо, если вы не знаете, где купить подписки на официальные сервисы украинские стриминговые, то tv.technozone.com.ua тоже очень дешево и, главное, официально. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Подписываемся, пока.